Здравствуйте, друзья! 10 самых загадочных мест России. На территории нашей огромной страны имеется немало загадочных мест, которых избегают местные жители, но куда при этом стремятся туристы и исследователи паранормальных явлений. Гора Воттаваара. Воттаваара – труднодоступная гора в Муязерском районе Карелии. Ее высота 417 метров, а площадь около 6 километров. Это место являлось культовым для древних саамов. Здесь приносились жертвоприношения, имеется огромное количество сейдов, священных камней. Но еще больше интерес вызывают загадочные мегалиты, как будто оставшиеся от древней могучей цивилизации, огромные блоки и каменные шары. Воттаваара считается очень нехорошим местом. Тут растут странные деревья, перестают работать навигаторы и компасы, отказывают фотоаппараты. Многие не рискуют отправляться на Воттаваару, потому что ходят легенды о том, что это путешествие может стать последним в жизни. Маньпупуньеры. Переместимся из Карелии немного севернее, в республику Коми. Здесь находятся знаменитые маньпупуньеры, или столбы выветривания. Считается, что это остатки древних гор, которые причудливо обработали вода и ветер. Однако манси, обитавшие издавна в этих краях, думают по-другому. Местные легенды гласят, что когда-то давно здесь случилась страшная битва между великанами и предками манси. И разгневанные боги превратили великанов в огромные камни. Место стало священным, и долгое время лишь жрецы имели право находиться здесь, чтобы принести жертву богам. Гора Халадчахль. Движемся дальше по нашей необъятной стране. На границе республики Коми и Урала находится гора Халадчахль или Халат-Сяхль. Именно здесь в 1959 году погибла печально знаменитая туристическая группа Дятлова. Согласно легендам, много веков назад на этой горе были убиты 9 манси, и с тех пор над горой давлеет проклятие 9. Если на нее поднимется группа из 9 человек, то ни один из них не останется живым. В группе Дятлова было именно 9 человек. Аркаим. Продолжаем путешествовать по Уралу. Именно здесь находится Аркаим, древнее поселение, найденное лишь в конце 20 века. Аркаим считается одним из самых загадочных мест на нашей планете. Город четко спланирован в виде солнца и сориентирован по звездам. Любопытно, что некоторые дома в Аркаиме были многоквартирными, а его жители относились к европеоидной славянской расе. Уже в то время в поселении славян был обнаружен водопровод и стоковая канализация. А нам до сих пор говорят, что славяне жили на деревьях. Это вранье. Заметьте, Аркаим был построен 3000 лет до нашей эры. Сейчас Аркаим считается мощнейшим местом силы. Многие люди приезжают сюда восстановить здоровье и набраться энергии. Телецкое озеро. Перенесемся с Урала на Алтай. Здесь находится печально знаменитое Телецкое озеро. Свою недобрую славу оно заслужило из-за огромного количества людей, утонувших в его водах. Причем достать со дна удалось лишь единице погибших. Глубина озера в некоторых местах превышает 300 метров, при этом температура воды у дна не выше 4 градусов. Рассказывают, что в глубине озера есть лес мертвецов. Тела утонувших в холоде не разлагаются и не меняются с течением времени, застыв навсегда в мрачной глубине озера. Плата Укок. Не менее известной алтайской достопримечательностью является Плата Укок. Здесь были открыты сотни различных археологических памятников, погребальные и культовые комплексы, наскальные изображения. По поверьям местных жителей, Укок – это место, где кончается весь мир. Издавна они хоронили здесь своих родичей и до сих пор стараются обходить Плата стороной. В 1993 году здесь была найдена мумия молодой знатной женщины с татуировками, что вызвало очень сильное возмущение у местных жителей, которые посчитали, что был нарушен покой их прародительницы, белой госпожи. Мумия тем временем была вывезена в Сибирский институт археологии и этнографии, где ее изучением занялись ученые. Интересно, что мумия имеет тонкие европейские черты лица и высокий рост. Васюганские болота. Перенесемся в Сибирь, в знаменитые Васюганские болота. Их часто называют русской Амазонкой. Длина системы болот почти 400 километров, и при этом она постоянно увеличивается.
Площадь болот составляет 53 тысячи квадратных километров, что превышает площадь Швейцарии. Местные легенды гласят, что болото создал сам черт, и без особой надобности никто в эти гиблые места не ходит. Остров Ольхон. Байкал – жемчужина Сибири, самое знаменитое озеро России. На нем тоже есть свои мистические места. Например, остров Ольхон – самый крупный из Байкальских островов. На территории Ольхона археологи постоянно находят древние ритуальные сооружения. Впрочем, современные шаманы тоже совершают обряды и ритуалы на Ольхоне. Считается, что этот остров – обитель духов Байкала. Самым сакральным местом силы на острове Ольхон шаманы считают скалу Шаманку, и это прибежище духов запрещено посещать простым смертным. Мыс Рытый. Другой запретной байкальской зоной является мыс Рытый. Окрестные жители считают его опасным местом и называют Херхушун – гневный, сердитый мыс. Считается, что на нем обитают духи, и поэтому никто из местных жителей не соглашается даже высаживаться в этом месте на берег. Существует легенда, что из-за распри 3 племен, живших на мысе, духи спустили на них поток грязи, от чего погибли все жители Херхушуна. Кстати, археологи обнаружили на мысе Рытный загадочную каменную стену, построенную с неизвестной целью. Долина смерти вулкана Ких-Пыныч. Перенесемся с Чукотки на Камчатку. Здесь, на склонах вулкана Ких-Пыныч, в 20 веке было найдено в прямом смысле смертельное место, получившее соответственное название. Долина смерти имеет 2 километра в длину и несколько сотен метров в ширину, и на этом участке постоянно находят трупы мелких и крупных животных. Из-под земли здесь выходят газы, содержащие углекислоту, сероводород и синильную кислоту, которые приводят к удушью и параличу легких. Напомню, что в России имеется не только множество мистических мест, но и многочисленные следы працивилизаций. Но об этом в другом видео. Автор статьи Наталья Трубиновская. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.